Всем привет! Сегодня готовим очень вкусные и красивые блины-роллы с красной рыбой и авокадо. Приготовить такие блины с начинкой очень просто, а вы снова сможете удивить своих родных и близких интересным и вкусным блюдом. Приготовим тесто для блинчиков, и для этого мне понадобится 50 грамм муки, 70 миллилитров молока, 50 миллилитров сока шпината, 1 яйцо, щепотка соли, пол чайной ложки сахара и 1 столовая ложка растительного масла. И как приготовить соки шпината более подробно я рассказываю в другом своем рецепте – блинный закусочный торт. Я обязательно оставлю ссылку под видео в описании. Приготовим тесто. В миску я отправляю яйцо, разбалтываю его, добавляю сахар, соль, перемешиваю, вливаю молоко и также сок шпината. Кстати, если вы не хотите делать блинчики зеленого цвета, вы можете заменить сок шпината таким же количеством молока. Или если вы не найдете сок шпината, вы можете использовать сок петрушки. Только должны помнить, что петрушка дает свой вкус, помимо того, что она дает цвет. Просеиваю муку. Хорошо все перемешиваю до однородности. Хорошо все перемешали, так, чтобы не было комочков. И теперь сюда добавляю растительное масло. Опять перемешиваю. Посмотрите, какое по густоте получается тесто. Оно вот такое, как обычное блинное тесто. Сейчас оставим его немного постоять. Примерно минут 15, чтобы тесто отдохнуло. Миску я закрою пищевой пленкой. У меня прошло примерно 15 минут. Посмотрите, тесто чуть больше загустело. И сейчас будем жарить блины. Я включила разогреваться сковородку. Слегка смажу ее растительным маслом, совсем немного. Диаметр сковородки у меня 28 сантиметров. Я буду жарить такие довольно большие блины, чтобы именно из них было удобно сворачивать роллы. Сковородка у меня разогрелась, и я наливаю тесто. Распределяю тонким слоем по сковородке. И обжариваю блинчик. Жарю я блинчик на небольшом огне. Я не хочу, чтобы он у меня сильно поджаривался, чтобы он не менял свой цвет. Обжарился с одной стороны, перевернула на другую, буквально пару секунд, и снимаю на тарелку. Вот такой блинчик получился, яркого зеленого цвета. И я сразу же жарю следующий блин. Сковородку уже ничем не смазываю, так как у меня в тесте есть масло. Блинчики я уже пожарила, и всего у меня получилось 3 вот таких больших красивых блинчика. И теперь сделаем начинку, подготовим начинку. Для начинки я буду использовать слабосоленую красную рыбу, примерно 150-200 грамм. Сливочный сыр, то же самое, 150-200 грамм. Вы берите все ингредиенты по своему вкусу. Хотите больше сыра добавляйте, хотите больше рыбы добавляйте, кому как больше нравится. Также мне понадобится небольшой пучок укропа, несколько зубчиков чеснока. Кто не любит чеснок, не добавляйте его. Также в роллы я буду добавлять авокадо. Здесь половинка такого небольшого авокадо. Я его почистила и сбрызнула лимонным соком, чтобы авокадо не потемнел. Вместо авокадо можно использовать огурцы, либо болгарский перец. Кстати, вместо сливочного сыра можно использовать обычные плавленые сырки. Я сейчас покажу, как тоненько порезать красную рыбу. Я сейчас режу вот под таким ракурсом, чтобы вам было хорошо видно, наискосок. Вот так вот аккуратненько прорезаю. Причем я дорезаю не до конца, чтобы не зацепить коричневое филе темное. Получается вот такой тоненький кусочек рыбки. Предварительно, чтобы вот так тоненько порезать рыбу, я ее слегка подморозила.
Подготовлю намазку из сливочного сыра. Я отправляю все 200 грамм сыра в миску. Если у меня даже останется вот эта вкусная намазка, ее всегда можно съесть с кусочком хлеба. Это очень вкусно. Мелко порежу небольшой пучок укропа. Укроп добавляю в сыр. На мелкой терке натру чеснок. Все хорошо перемешаю. И сейчас дольками порежу авокадо. Вот такими полосками. Выбирайте авокадо, чтобы он был спелый, тогда он будет очень вкусный. В данном случае у меня авокадо спелый, но еще не такой слишком мягкий. Он должен держать форму. И сейчас будем формировать ролл. Здесь у меня вот такой коврик для суши. Я его обернула пищевой пленкой. Сюда сверху на него выкладываю блинчик. И теперь посмотрите, видите, у блинчика вот такие разные стороны. Вы можете использовать более такую вот гладкую сторону или та, которая более обжаренная. Я для интереса предлагаю завернуть по-разному. Один блинчик на одну сторону, другой на другую и посмотреть, какой из них будет смотреться интереснее. Выкладываю блинчик на коврик. Сверху сыр. Очень удобно сыр распределить лопаткой. Сверху на сыр я укладываю кусочки рыбы. Укладываю кусочки авокадо. И заворачиваю ролл. Аккуратненько поджимаю. Немного передвину. Центр. Край слегка смажу сыром, чтобы хорошо закрепился. И заканчиваю заворачивать. И теперь формирую вот такой ролл. Переложила его пока на доску и сформирую остальные роллы. Ну вот, посмотрите, у меня получилось вот таких красивых 3 ролла. Сейчас разрежем и посмотрим, какие они внутри. Ролл я сначала разделю пополам. Вот так определяем примерно половину. И вот таким движением разрезаю. Теперь разворачиваем его. Посмотрите, какой он получился красивый внутри. Нож обязательно протирайте. Отрезаю краешек, чтобы роллы получились ровные и красивые. Вот этот краешек. Конечно, никто не откажется его съесть. Опять-таки протираю нож. И сейчас ролл я разделю еще на 3 части примерно. Одинаково выбираем и режем. Вот таким образом. Раз. И 2. Посмотрите, как красиво получилось. Сверху на мои роллы я выложу кусочки маринованного имбиря. Они добавят и красоты, и пикантности. Такие роллы-блины очень удобно храните в холодильнике. Заворачиваете в пищевую пленку и отправляете в холодильник. И как и японские суши, эти роллы-блины тоже можно есть с соевым соусом. И я сейчас попробую. Здесь у меня немного соевого соуса. И я ем.
Роллы, конечно же, получаются очень вкусными. Такой необычайный вкус добавляет сливочный сыр с чесночком, что никогда не встретишь, наверное, в настоящих японских роллах. Также вкусная соленая рыбка и кремовый авокадо. Конечно же, пикантные блинчики. Обязательно попробуйте приготовить такие замечательные вкусные роллы. Я уверена, на Масленицу и вообще на любые дни эти роллы придутся всем по вкусу. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!